Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ивашкин, эксперт компании «Сибирские деревянные дома». Мы находимся на нашем замечательном объекте коттеджный поселок Руза Family Park. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы ее объединили в одну. То есть это монтаж ручной работы русской банной печи с изразцами. Это печь-камин, отделанный диким камнем. И барбекю, тоже отделанное камнем. Сегодня мы расскажем об этом и поговорим об этом. Друзья, мы находимся в бане. Вот такая вот замечательная, красивая русская печь у нас получилась. Нарядная, такая украшенная настоящими русскими мотивами, орнаментом. То есть вот имеет свою историю, имеет свою культуру. Еще, конечно, предстоит ряд работ, то есть отделка уже самой парилки, так назовем. Но вот пока вот только закончили печь. Очень, честно говоря, долгий это трудоемкий процесс, потому что каждая вот эта вот отдельная плиточка изготавливается и расписывается художниками вручную, но зато вы получаете вот такой вот неповторимый вариант исполнения русской печи. Здесь внутри есть сердцевина, так называемый сердечник. Это из нержавеющей толстой сантиметровой стали. Специально под заказ для нас сварили. Дальше мы обложили это все кирпичом на специальную глиняную смесь. Соответственно, естественно, это делали люди, профессиональные печники, которые из поколения в поколение передают свое мастерство. А сама здесь уже дверца, это чугунная дверца. И вот здесь вот так называемая каменка. Сюда уже поддается для того, чтобы дополнительно либо получить, как сделать какую-то влажность, сделать пара побольше. Так как есть большой вот этот вот сердечник из нержавейки, она достаточно быстро прогревается. Это сделано для того, чтобы это не был принцип сандунов, где есть возможность протопить часов 8-10 печь хорошо. То есть эта печь, несмотря на то, что она работает абсолютно так же, как стандартная русская печь, но прогревается гораздо быстрее. Еще раз хочется отдельно рассказать и сказать вот про эти изразцы. То есть это изразцы, выполненные из керамики, специальным обжигом, специальной глазурью обработанные. Вот этот, например, именно печь расписывал определенный художник, достаточно на заводе изготовителя, на производстве. То есть каждый художник делает свою печь. Вот именно здесь художник передал такие мотивы, согласовав это, естественно, с заказчиком. Поэтому каждая вещь, абсолютно каждая, вот эти вот бордюры, вот это вот такая как колоннада, да, вот эти вот уже полукруглые элементы, они все выливаются, делаются все вручную и расписываются отдельно, как какая-то любая ваза. Поэтому, в общем-то, если честно, это достаточно трудоемкий и дорогостоящий процесс, но вы получаете такой неповторимый результат индивидуальной печи, который точно ни у кого не повторится, ни у кого не будет. Если говорить о ценах банной печи, но вот здесь вообще все индивидуально. Эта печь, она достаточно большая. В среднем печь вот такого рода без изразцов, она будет стоить в районе 300-400 тысяч с изразцами. Как правило, в зависимости от изразцов, но это, как правило, не меньше 700-800 тысяч. Здесь эта печь, мы вам потом покажем обязательно, она имеет двойную функцию, то есть на другой стороне это камин. В какое время лучше делать печь? Соответственно, естественно, почему мы здесь говорим, что здесь достаточно, как мы видим, пустая еще баня, то есть здесь есть только стены, это рубленый кедр круглый. В первую очередь, естественно, делается печь, потому что это считается как бы первая работа, так называемые, все равно это грязные работы, связанные с замесом глиняных вещей и прочее, чтобы друг другу не мешать, сначала выкладывается печь. Но, естественно, печь делается при условии, что есть уже коробка, есть кровля, то есть никакие погодные условия, связанные с дождем и прочими погодными осадками, не будут мешать уже печникам делать свою работу. Такая печь, так как она имеет большой вес, естественно, она должна иметь серьезный фундамент, то есть это полноценный фундамент на глубину промерзания, сверху идет еще и плита. Поэтому здесь должен в любом случае делать профессиональный конструктор, который рассчитывает уже вес печи, нагрузки фундамента, которые может принимать соответственно с этим весом. Поэтому здесь должны работать профессионалы, и рассчитывать нагрузки тоже должны профессиональные конструкторы. Вот сейчас мы находимся как раз в гостиной, как я и говорил, вот с этой стороны камин. Вот так вот выглядит уже банная печь в сторону гостиной, то есть в таком вот
отделана вот таким вот диким камнем, в таком тоже немножко в таком грубовато-старинном стиле. Вот эта балка тоже на самом деле кажется, как будто бы она лежала на солнце и треснула. Мы просто ее достали где-то в подполье, но есть компании, которые делают вот такие вот, изготавливают специальные старинные состаренные балки, такие рубленые. То есть, в общем-то, она и выглядит так, как будто бы она с какого-то старого чердака или где-то ее оторвали, достали. Но все это можно вот купить и таким образом сымитировать уже и воссоздать более старинный вид. Балка это дубовая, и дикий камень уже вот пиленный с одной стороны. В общем-то, здесь такой же камень идет на камин, на цоколе, то есть он много где еще здесь используется. Таким образом, вот достаточно скрыто мы видим выполнена задвижка, заслонка, для того, чтобы можно было, да, регулировать подачу выхода и входа воздуха. Вот такая вот дверь металлическая, вот такая вот достаточно большое окно получается. Топочка, как мы тоже видим, мы уже ее протапливали. Ее надо будет, на самом деле, перед тем, как топить, полноценно протопить где-то порядка 50 раз. Вот, в общем-то, уже этот процесс идет. Вот так вот выглядит уже сама каминная топка. Ну и, в общем-то, все как в стандартной печи. Дальше, соответственно, зольный ящик. Вот здесь мы видим, да. В общем-то, такой стандартный набор. Ну вот самое интересное, конечно, здесь в этой печи, как и внутри, это наружное исполнение вот такого вот старинного камина. В общем-то, она может быть разная, то есть это может быть там какая-то плитка, это может быть искусственный камень. То есть абсолютно любые материалы здесь могут быть в качестве отделки. Ну и, в общем, так часто люди заказывают, потому что это удобно. Ты можешь использовать здесь, поставить диван, наслаждаться уже огнем. И в то же время у тебя в этот момент протапливается баня. За мной замечательное барбекю. Помещение само такая терраса, она на зимней эксплуатации с теплым полом, но при этом все окна раздвижные. Она может быть полностью продуваемой, летней. В этой зоне заказчик попросил нас исполнить вот такое вот великолепное барбекю. Барбекю на самом деле имеет очень много разных функций. То есть вот за мной это зона очага, такая основная центральная зона. Здесь будет на самом деле еще такой мангал, можно будет жарить все, что хотите. И также можно просто сделать вариант камина открытого, то есть просто разжечь дрова. В этой части я хотел показать вам вот печь. В общем-то, в этой печи здесь мы, соответственно, разжигаем огонь. А вот здесь уже сама печь, здесь можно, в общем-то, много что испечь, пироги и прочее. То есть функция вот этой вот барбекю-зоны, она достаточно большая. Все эти вещи, они сделаны из чугуна, то есть это такой литой чугун. По данной печке, что хочется сказать, что вот мы смотрели в бане уже была отделанная печь. По сути, все изначально неотделанные печи, банные, они выглядят вот так вот. То есть та печь тоже выглядела вот из такого кирпича, это очень качественный кирпич. Кладется он на специальную глиняную печную смесь. Тоже будет отделан вот таким вот диким камнем, так же, как и банная печь, как и цоколи. В общем, много что здесь отделано таким диким камнем. Также мы будем отделывать, поэтому специально вот здесь вот оставили такой выпуск, для того, чтобы можно было еще уложить, и тогда будет ровно уже заподлицо. На этом на самом деле не заканчиваются функции этой данной печи барбекю. Также вот здесь вот есть вот такая вот разделочная зона. То есть здесь можно порезать салат, подготовить мясо. В общем, такой полноценный стол. Также здесь выведены розетки. Можно подключить какие-то электроприборы, которые нужны для того, чтобы использовать эту часть стола, часть барбекю. Вот это вот ее еще, так скажем, правая часть. Вот здесь вот тоже печь и вот так называемая плита в данный момент. Но на самом деле она многофункциональная, то есть можно убрать вот такие вот части и вставить сюда казан. То есть здесь может быть казан, может быть обычная плита, как вот здесь вот. Здесь также, соответственно, разжигаются дрова. И помимо всего прочего, еще вот в этой части, вот здесь вот будет столешница, то есть здесь будет такой камень полированный, столешница будет выполнена из камня целикового. И в этой части будет мойка,
То есть здесь тоже будет часть разделочной зоны, либо зоны готовки, и также будет мойка, можно будет помыть руки, овощи. В общем-то, это такой многофункциональный получился комплекс. Здесь тоже выведено в эту часть, помимо воды, еще электричество, то есть сюда можно поставить синкератор, либо вывести еще розетки, которые нужны. Также здесь вот интересная вещь, видите, часто на самом деле этот шамотный кирпич выглядит желто-белый. Здесь шамотный кирпич мы заказывали, он пришел из Греции, это черный шамотный кирпич, поэтому, в общем-то, если здесь разжигать огонь, то не видно никаких черных пятен. Это достаточно удобно, но и при этом достаточно эстетично. Помимо кирпича, здесь все элементы чугунные, вот так же, как и дверцы, либо задвижки, да. То есть все это выполнено из такого хорошего качественного чугуна, вылитого, литого. Вот, и используется здесь профессиональный кирпич для печей. Мы находимся в гостиной, это камин, это еще одно наше творение наших печников. Он здесь на самом деле еще будет также обкладываться диким камнем, так как он высокий. Здесь он весь в лесах, мы их пока не убирали, потому что еще не закончен. Здесь еще отделочные работы этого камина, поэтому вот немножко не до конца его видно. Но вот он имеет такой достаточно массивный будет иметь вид, тоже будет такая дубовая балка, как в банной печи. Он будет отделан таким диким рваным камнем. У него будет такой достаточно интересный вид, и эта зона, где мы находимся, это гостиная зона со вторым светом большая. Этот камин, он будет ее дополнять, подчеркивать, и можно будет уютно погреться, либо налить себе бокал красного вина и наслаждаться замечательным видом огня. Если говорить про технологии, которые здесь используются, в общем-то, они идентичные, так же, как и в барбекю, и в банной печи. Но есть один нюанс, сейчас я вам его покажу. Должен быть так называемый зазор, то есть здесь есть такой так называемый деформационный шов, и сам камень, который будет обкладываться. Естественно, сама печь, она не должна жестко, плотно соприкасаться с клееным брусом, иначе в этом месте будет просто трещина, и тот камень, и прочее, ну и даже кирпич, если он будет просто отваливаться. Поэтому учитывайте моменты усадки здания. Если вы делаете это в деревянном доме, оставляйте сверху, как в банной печи у нас есть зазор на усадку, да, сверху на камень. Самое главное, не жалейте его, рассчитывайте, сколько в среднем 5-7%, если это массив. Если это клееный брус, рассчитывайте в порядка 2%. Обязательно это учитывайте, чтобы потом это все функционировало, радовало вас и не имело проблем. Друзья, я думаю, вам понравилась сегодняшняя передача. Она особенно интересна тем, кто хочет настоящую русскую печь в изразцах, расписанную вручную, или индивидуальный камин, или барбекю в интересном исполнении. Дальше будем много что снимать для вас. Смотрите на нашем YouTube-канале «Сибирские деревянные дома». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо, до свидания.